Всем привет! Обзор очередной камеры видеонаблюдения с AliExpress. Магазин J Craftsman прислал такую вот камеру для видеообзора. Ссылку я сразу оставляю на AliExpress. Заходите, смотрите актуальную стоимость на сегодняшний день, потому что там акции различные. Цена может меняться. Ну и понятно, что в меньшую сторону. Видно, что какая камера может быть. Такая есть, скорее всего, у него в магазине. Чисто одна камера с варифокальным объективом. В нашем случае такой вот вариант. Модель камеры прописана на упаковке, на наклейке. Dual Lens Security камера. Модель ее, размер упаковки. По функциям также кратко здесь есть. Небольшой вариант камеры. И это именно тот вариант, который много ждали. Камера 2 в 1, а нижняя имеет оптический зум. В комплекте, что классно, идет блок питания 12 вольт 3 ампера. Да, обычный блок питания для подключения камер видеонаблюдения. Резиновые ножки имеются вот здесь, вот там ответный кабель в розетку. И это говорит о том, что камера не PoE. PoE возможности подключения нету. Но если тебе нужна такая камера, и ты хочешь подключить ее к PoE видеорегистратору, выход есть. Ты просто дозаказываешь до этого ж продавца вот такой вот PoE сплиттер. Подключаешь его в разъемы камеры и одним кабелем по 48 вольт ты подключаешь его в твою PoE систему видеонаблюдения. Будь то видеорегистратор с PoE или же PoE коммутатор. Это у тебя остается незадействованным. Если подключаешь камеру обычным способом и в основном вот по Wi-Fi, то используешь вот такой вот блок питания, ну и также по кабелю. Смотрите, в комплекте и муфта на RJ45 и крепежный элемент. Есть отвертка. Посмотрим, для чего она дальше. И гарантийный есть талон. Инструкция J Craftsman беспокоится о том, чтобы люди правильно это все подключали. Поэтому все цветное в картинках. Камера XMI-евская. Приложение ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro. Напрямую и в полной мере будет работать с видеорегистраторами XMI. Вот тут все прописано. Какие камеры могут быть. И вот наш вариант. Подключение точно такое же. Современное подключение посредством Bluetooth. Есть вариант подключить или по Wi-Fi сразу, или по кабелю. Вот ответный на блок питания кабель в розетку, который подключаем. Ну и сама камера. Все, в комплекте ничего нету. Ну и также можете заказать в комплекте с картой памяти. На цену карты памяти камера будет дороже. Поддержка аудио двухстороннего, динамик, микрофон имеется. И это тот вариант, который многие ждали. Вот хотели камеру 2 в 1, но чтоб нижняя была дальнобойная, полноценно дальнобойная и имела оптический зум. Не цифровой, а именно оптический. Варифокальный объектив имеется. Стандартный, по стандарту там 20-кратная оптика. Ну и плюс там заявлено 16. Это возможность, наверное, приложения. 36 получится. И что классно, здесь имеются 2 лазерных LED ИК светодиода ночной подсветки. И реально, когда камера работает в ночном режиме, видно мощный вот этот луч. Когда поворачиваешь эту камеру, включаются, кстати, эти 2 LED светодиода, когда ты приближаешь картинку варифокальным объективом. И на определенном моменте включаются эти 2 дальнобойных лазерных ИК светодиода. И видно этой камерой, как такой мощный луч при повороте камеры перемещается. Очень классно. При неиспользовании зумирования они отключены. И включены обычные ИК светодиоды, линзованные, вот такие вот, недальнобойные. 120 метров заявлена ночная картинка. Так оно и есть. Очень мощно работают эти лазеры. И также имеются белые LED светодиоды. Камера имеет определение силуэта человека и может включать белые LED светодиоды именно по человеку. И также включаются эти. Есть как бы обновление, но видно оно еще недоступно, потому что вроде бы есть, заходишь, а его раз и нету.
Скорее всего, это в будущем поправится. И я думаю, что с новым обновлением данная камера, нижняя поворотная, получит слежение за человеком. Сейчас этого нету. По крайней мере, в этой прошивке и тестировал я камеру. Она определяет человека, присылает тебе уведомление, все реакции по человеку делает. Но слежения нету в этой камере. Я думаю, что с обновленной прошивкой будет слежение и плюс еще задействование автоматического зума за человеком. Это тогда будет идеальный вариант за данную стоимость. Камера стоит не намного больше $100. Такие камеры буквально в прошлом без второй камеры, а одиночные, стоили там где-то до 200. Сейчас две камеры, считайте, у вас в одной, а плюс получит слежение. Вообще идеальный вариант. Верхняя камера широкоугольная. 2,8 мм объектив установлен, и реально она широко смотрит. Поворотный кронштейн. То есть тот вариант, когда ты можешь менять направление этой камеры и эту камеру ставить в перекрытие. Это смотрит направо, эту повернул налево. Перекрывается две картинки, если тебе нужно писать статическую картинку. Надо поворачивать, поворачиваешь. Надо повернуть эту камеру, выходишь вручную, ее перенаправляешь. Фиксируется также все. Также кронштейн стеновой и потолочный. Тут вариант такой. Подключение по кабелю также возможно. И первое подключение возможно по кабелю, потом ты ее просто в приложение камеру добавил обычным способом, как я это вам показывал, любую XMI-скую камеру. Тебе нужно ее переместить в другое место. Ты ее ставишь и подключаешь кабелем к другому роутеру. В приложении она у тебя автоматически появляется. Камера имеет функцию DHCP, она автоматически привязывается к роутеру, к которому ты подключил ее кабелем. По Wi-Fi, понятно, нужно адаптировать пароль Wi-Fi, чтобы камера дать информацию камере о новом роутере. Там есть в разделе «Сеть», все это можно переключать, камеру отвязывать от одного роутера к другому привязывать. Косяк какой, смотрю я вот, какой-то завышенный люфт есть. Вот такой вот. Ну, камеру вроде бы, так она пластиковая вся, полностью весь пластик, нормальный пластик, без вопросов. Но вот именно небольшой люфт есть. Она тяжелая в этом месте, потому что вот эта часть ее, вот, это металл. Холодный металлический передняя часть корпуса. На ней закреплено все. И это служит радиатором, отводом тепла. Потому что мощные ИК светодиоды, мощные LED светодиоды. Все это греется, поэтому передняя часть радиатором служит, металл. Поэтому вот она тяжелая. Эта часть задняя пластиковая, обычная пластиковая. Ну, я ее перемещал туда-сюда, уже и тестировал ее усиленно. Работает нормально, без вопросов, без всяких. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Отвертка понадобится для откручивания крышки, под которой имеется прокладка силиконовая, все здесь герметично, и слот для карты памяти и кнопка сброса к заводским установкам. Ее нету уже на отводе на кабеле, она находится здесь. Это, в общем-то, хорошо. Камера не 360 имеет упор, по кругу она не вращается. Также имеет она поддержку пресетов, также поддержка круизов, всех этих возможностей, ну, которые имеют поворотные камеры с приложением ICC, XMI. Все это имеется. Какой еще минус? Ну, как бы нету интеллекта вот этого вот алгоритмов управления нижней камерой, верхней. Пока этого также нету. То есть две камеры как бы отдельные они, ну, в одном устройстве, но работают они не сообща. Но пишется картинка с двух камер двойная. Общий план верхняя и нижняя. Куда ты повернул или же поворачиваешь, вся запись сохраняется. Детектирует людей именно нижняя камера. Верхняя не детектирует, просто она пишет картинку общую. Нерегулируемая камера по высоте, просто можно с помощью кронштейна ее по горизонтали поворачивать. Камера на регистраторе на автомобиле не реагирует, стоит сейчас по человеку. Начальное фокусное расстояние нижней камеры, где установлен варифокальный объектив, 4,7 мм.
и до 94 миллиметров. То есть верхняя камера у нас широкоугольная, видно сразу, а нижняя камера начальный зум вот на единичке не сильно широкая. Ну, это дальнобойный тот вариант, о котором я вам говорил. В перекрытие можно ставить вот кусты здесь слева, вот эти кусты здесь. То есть эта камера развернута направо, это налево. В общем-то, вот так пишутся две картинки и по человеку. Будут люди здесь ходить, будет включаться запись. Будут люди здесь ходить, запись не будет включаться. Ну, такие сейчас алгоритмы этих камер. Думаю, с прошивками, с новыми будут зашиваться алгоритмы. Вот видите, человек идет, а реакции на запись нету. Нижняя камера определяет силуэт человека на хорошем расстоянии. Ну, плюс, если ты сейчас презумируешь, что вот там далеко, также она будет определять силуэт человека, включать запись на жесткий диск видеорегистратора, на карту памяти, что, в общем-то, сейчас и происходит. Аудио с камеры есть в прямом эфире. На колонках видеорегистратора, на колонках телевизора, если видеорегистратору вы подключили HDMI кабелем к телевизору. По характеристикам с камеры: 4-мегапиксельное разрешение, 25 кадров в секунду, формат сжатия H265, новый современный. Второй поток также можно регулировать, видеозвук в двух потоках, обслуживать систему. Давайте зайдем и посмотрим, есть версия новая, текущая версия от 11.05.23, последняя от 20.06.23. И говорил я вам с приложения ICC, не мог я обновить. То есть обновление висит, захожу, загрузка, и это последняя версия. Давайте попробуем, рискну обновить с видеорегистратора. Что получится, или же будет кирпич, или же будет камера со слежением, я надеюсь. Обновить жму. Все в прямом эфире делаю. Посмотрим, давайте. Риск, конечно, но на то он и видеообзор. Скачивается файл, как видим. Камера пошла в перезагрузку, в обновление. Ждем этого момента, потому что на странице продавца написано 20-кратный зум, автоматическое отслеживание человека. Кстати, эти варианты могут быть и 4G версия с поддержкой сим-карт мобильного оператора. Но на данный момент я не вижу в наличии. Нужно заходить, ссылку я оставляю на J-Craftsman магазин. Через видеорегистратор обновляю. Также вы это можете делать через программу VMS на компьютере. И также через, может, XMI приложение на смартфоне, может ICC Pro, может XMI Pro, может просто надо было в других попробовать приложениях. Видеорегистратор XMI-евский одного производителя с данной камеры, поэтому полная совместимость. Как видите, даже можно камеру обновлять через видеорегистратор, а прошивка забирается с интернета. Видеорегистратор подключен к роутеру, камера подключена также к роутеру. Все через интернет обновляется. При этом, конечно, питание не должно пропадать. Камера должна быть подключена стабильным питанием. Готова нижняя картинка перевернутая. Перезашел и видим последняя версия. Это самый последний. Текущая версия 20.06.23. То есть, обновление произошло. Далее захожу я в приложение ICC. Открываю камеру. Камера детектирует людей, только идут они в разные стороны. Попробуем, давайте перевернуть все-таки картинку. В настройках камеры, базовые настройки, изображение, поворот сверху вниз. А теперь так, да? Та камера кверх ногами, а это нормально. Попробую я сейчас перезагрузить камеру, может что-то и поможет. Ну и что я хотел же все-таки посмотреть, появилось ли. Вот вам пример видео, как можно угандошить камеру новой прошивкой, не предназначенной для этой камеры. Но информация-то и не пишется, что нельзя обновлять. Продавцы в основном сталкивались уже мы с такими камерами, где нельзя обновлять было. Продавец писал на странице. Здесь ни отзывов нету, ничего. Камера, одна из новых. Смотрите, во-первых, перезагрузил, камера одна кверх ногами получается. Меняешь переворот, камера одна переворачивается, другая также.
поэтому здесь не вариант. Можно было бы разобрать просто верхнюю камеру и матрицу повернуть. В общем-то, это не проблема. Но другая проблема нарисовалась. Камера потеряла управление вообще. То есть все, с этой новой прошивкой камера не управляется. И, соответственно, зум также не работает. То есть камера просто статическая, нижняя стала. И не добавляется тут ничего больше, ни слежения, ничего не добавляется. Камера определяет человека, все. Зум не работает, поворот не работает. И картинка перевернутая или той камерой. Вот так можно обновить камеру и получить вот такое неподобство, так сказать. Вот так вот. Какой вариант? Писать буду продавцу, узнавать прошивку, пускай присылает файл, именно файл для прошлой прошивки. И вам сразу, кто будет эти камеры покупать, желательно их не обновлять. Это тот вариант необновляемых камер. Прошивка новая может висеть, поэтому вот видите, через приложение и не происходило обновление, не получалось обновлять. А тут я ее, получается, через видеорегистратор как-то вот принудительно обновил. Так вот. На сегодня все. Такой вот вариант камер уже есть. Кому нужно, заказывайте. Кому не нужно, не заказывайте. Показываю вам все, что есть. По факту, если приведу я эту камеру, перекину ее на прошлую прошивку для адекватной работы, то я ее буду продавать в Украине по цене Алиэкспресс. Она мне, в общем-то, не нужна. А кому нужна, пишите в Telegram. Подписывайтесь на TikTok. Там анонсы всего, что будет на канале в YouTube. Анонсы больших видеообзоров. И также продаю вам по цене Алиэкспресс на Телеграме все, что приобретаю и показываю вам. На сегодня все. Всем удачи. До следующих видео.